Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале корпорация Зеленая Планета. И сегодня у нас на обзоре турецкий опрыскиватель Кафа. Вот такой вот опрыскиватель на 200 литров. Вот так вот он выглядит. Насос мембранный, мембранного типа. 3 мембрамы стоит. Фильтр. В общем, тут ничего сложного. Фильтр, насос. Все доступно. Как бы если поменять что-то, без проблем. Штанги раскладываются вручную. Ширина 8 метров. Ну, я не буду раскладывать, потому что таким вот образом они, в принципе, раскладываются. Вот, форсунки. Вот такие вот форсунки. 12-ки. 12-ки. Что 12, я не знаю. К нему идет вот такая вот инструкция. Но либо инструкция устаревшая, либо у меня устаревшая. Она немножко не соответствует написанному. В частности, вот этим вот краном. То есть непонятно, в инструкции совсем другой рисунок и абсолютно другие краны. А если кто-то не знает и не понимает, обычный смертный типа меня, который это видит в первый раз, разобраться будет в принципе легко и просто, но как бы надо поискать информацию в другом источнике. Итак, что мы тут имеем? Два крана, которые перекрывают левый правый контур, основной главный клапан, вернее кран, и он же замешивает, жидкость. То есть открываешь, этот кран замешивает жидкость при открытии. Вот это клапан давления, то есть тоже очень легко и просто как бы восстанавливаешь от единицы до четверки. Сам давление в масляной ванне, он как бы датчик, и там вот масло залито. Вот. Также имеется бак для чистой воды, что очень удобно. Руки где-то помыть, где-то еще. Еще огромнейший плюс, что опрыскиватель идет на вот таких вот колесах. То есть его можно спокойно, вот одной рукой я снимаю, одной рукой вот я его толкаю. То есть он как бы, он весит, наверное, килограмм под 100 точно, может даже и больше. То есть благодаря этим колесикам я одной рукой его свободно перемещаю куда мне надо. Столкнулся с такой небольшой проблемкой, хотел его прицепить на трактор, но у меня не получилось. И вот почему. В комплекте, вот здесь вот, в комплекте идут пальцы. Ну, пальцы так называемые, кто как их там называет. То есть для навесного. И вот в тракторе вот это вот яблоко, тоже кто как называет, кто яблоко, кто еще как, оно уже, немножко уже, чем вот эти вот пальцы. То есть вот этот внутренний диаметр, он уже, чем вот эти вот пальцы. Я их не могу показать, потому что я их отдал токарю, чтобы он немножко там буквально там пару миллиметров надо снять, потому что не подходит почему-то. Странно почему, но это, ну не знаю, такая особенность. Вот, может просто где-то не досмотрели на заводе.
Немножко что-то чуть толще выточили. Вот, а так, в принципе, вот, все нормально. Ну, естественно, работает от ВОМа 540 оборотов через кардан. В комплекте идет. Сейчас тут такой вот фильтр, еще дополнительный. В комплекте у нас идет вот такой вот ключик. Это для, я так предполагаю, чтобы что у нас откручивать? Фильтр, чтобы откручивать фильтр. Вот тут вот, чтобы его обслуживать. Вот. Ага, вот там еще, вон главный клапан еще получается. Главный кран. Главный кран. С насоса выходит. А вот этот вот кран для перемешивания. Краны обычные шаровые. То есть в случае какой-то поломки заменяются легко. Открутил. Тоже выкрутил без проблем. Вот. Механизм простой, разобраться в принципе несложно. В инструкции немножко не так, не то нарисовано, немножко другой механизм. Ну, тут как бы даже по шлангам, куда они идут, можно понять. Трубки сделаны из обычной полипропиленовой трубы. Форсунки, так получается, раз, два, по три форсунки. Нет, раз, два, три, 4. 8 форсунок получается. 8 форсунок. С одной стороны 8 форсунок, с другой стороны всего 16. Вот. Мне для моих нужд вполне достаточно. Единственное, что я хотел бы, наверное, какой-то регулировка. Вот тут всего одно отверстие на центральный, на верхнюю навеску, вот на этот винт. Хотелось бы, конечно, чтобы было пару отверстий для регулировки, может, более выше-ниже, было бы удобнее. Есть, конечно, регулировка штанг. Вот с этой стороны есть тоже отверстия. Их можно опускать выше-ниже. Вот этими вот 4 болта открутил. 2 с одной стороны, 2 с другой. Можно поставить вверх, можно поставить вообще самый низ. Вот. Но если бы еще были отверстия здесь дополнительные, то было бы немножко более, скажем так, точнее можно было регулировать. Вот. Ну, это, в принципе, я думаю, это не проблема. Так, 2022 года выпуска. Вот такой вот 200-литровый. Я думаю, тут бочка выполнена цельно литая вроде бы. Да. То есть, как бы, я думаю, такая твердая. Очень твердая, очень прочная. Тут у нас идет заливное, наверное, такое может быть. Или что это? Короче, непонятно. Еще не разобрался. Вот. Ну, наверное, для... Не знаю, честно. В инструкции что-то я не понял. Напишите, пожалуйста, в комментариях, для чего вот эта вот крышка. То еще пока не разобрался. Вот. Ну, я думаю, будет работать он прекрасно. Ну вот. Завтра я заберу эти пальцы на навесное, на навеску. Установлю его.
И сделаю первый запуск пробный. Тоже надо пройти обкатку там, пару раз качнуть, проехаться, настроить форсунки, посмотреть, как они брызгают. Наверное, они... Сейчас попробуем открутить одну. Посмотрим, что тут. Ну, обычная форсунка, 12, вот такая вот, как бы шайбочка, написано 12. Такие вот сеточки там пластмассовые. Ну, я думаю, при необходимости найти, заменить на более меньший диаметр, либо больше, там кому как надо, это вообще проблем никаких не составляет. Думаю, на Алиэкспрессе, либо еще где-то таких полно будет форсунок. Ну, посмотрим, как будет идти работать. Я думаю, будет нормально работать, почему бы и нет. Вот такой вот опрыскиватель. У меня тут уже, я перепахал, все заросло травой, но это я специально ждал, чтобы заросло, потому что я хочу все это вытравить, потом еще раз перепахать, еще раз подождать, чтобы что-то взошло, если взойдет, еще раз пройтись, вытравить и уже окончательно подготовить почву под посадку клубники осенью. Вот. Ну а пока завтра запущу пробный запуск, обкатку этого опрыскивателя и сниму обзор, как он работает. Вот, на этом буду заканчивать. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, спрашивайте. Если кому-то что-то интересно, обязательно всем отвечу. Мира всем, любви, добра, удачи, счастья, позитива. И, как говорится, да пребудет с нами сила земли. Пока.